Привет! Буду начинать новую торговую сессию. В прошлом видео вы видели, у меня была, скажем так, напряженная торговая сессия. Я там снова допустил много ошибок, начал нарушать, начал входить в какой-то азарт и слил также, ну, в процентном соотношении неплохую часть от депозита. И поэтому я это все продумал, сел, пересмотрел свои риски, пересмотрел свое отношение к торговле и немножко все изменил, скажем так, структуру того, как я сейчас буду подходить к следующим торговым сессиям. И у меня там был пролив, сейчас я немножко, скажем так, докинул на баланс, чтобы было $50, получилось даже чуть больше. И буду начинать я с этой суммы. Риск на сделку у меня будет составлять сейчас 3% от депозита и на каждую сделку. Не от текущего или там другие какие-то вариации, а на каждую сделку я буду ставить 3% от депозита. И риск на день у меня составляет 10%. Это примерно 3 убыточные сделки при плохом сценарии, скажем так. Понимаю, что данная стратегия именно рисков довольно-таки завышена, можно так сказать, довольно-таки рисковая, но я все спланировал, все примерно обдумал, и мне кажется, даже с такими рисками, вот таким, можно так сказать, небольшим давлением моральным, я смогу нормально торговать, смогу открывать сделки, не входить в какой-то кураж и довольно-таки спокойно торговать последующей торговой сессии. Так что приступаю к поиску интересных ситуаций и снова в бой. Так, открыл вт- первую сделку за сегодня. У меня, кстати, сразу же импульсное движение в мою сторону. Не успел и объяснить, почему я здесь открывал. Простыми словами, мне показалось, что в данном накоплении большинство трейдеров заходят в шорт, и должен быть какой-то импульс вверх, чтобы их закрыть. Также в это самое время еще одна монетка залистилась. Я думаю, это какого-то одного проекта, потому что в моменте эти графика шли практически одинаково. Они только вот уже в последнее время начали расходиться. Этот начал больше валиться, этот удерживать, скажем так, падение. И, возможно, еще некоторые трейдеры заходили на корреляцию, раз этот график начал сильно таки падать, в принципе, могли также заходить и на этой монетке в шорт, попытаться словить какую-то корреляцию. Но я в этом не уверен, поэтому заходил больше только по анализу вот этой монетки. Подходит у нас к стоп-лоссу, скорее всего, здесь закроет. Да, первая сделка у нас закрылась в убыток. Открыл вторую сделку за сегодня по монетке FAN. Мы видим, что цена сейчас у нас подошла к уровню сопротивления и от него начала делать реакцию, начала отрастать. Есть возможность у лонгистов заходить с короткими стопами. В принципе, сам график, скажем так, движется вверх, поэтому большинство трейдеров по умолчанию рассматривают здесь открытие лонговых позиций. Ну, большинство. Большинство, как мы знаем, торгуют по тренду. Поэтому тут вообще идеальное место для какого-то простого трейдера открыть сделку по тренду. Есть возможность поставить короткий стоп. И еще интересный здесь моментик, что играет нам на руку. Мы видим, что график двигается вот такими волнообразными движениями, скажем так. Вот, типа видим раз волна, типа два волна, типа и постоянно. И вот сейчас в моменте еще одна волна как будто закончилась, подошли к уровню сопротивления. И в принципе на этом фоне может спокойно начать дальше отрастать. И поэтому я зашел в шорт, потому что здесь такое чувство, что в шорт меньше вероятно, что мы пойдем. И возьму свой какой-то 1% движение вниз на сбор стопов лонгистов.
закрыло нас и в этой сделке по стоп-лоссу. Также мы поставили были take profit за минимум, но, к сожалению, к нему не дошло. Ладно. Открыл третью сделку, это последняя сделка на сегодня. Тут мы видим, что в данном моменте цена довольно-таки сильно падает. И в моменте начался какой-то откат. Как мне показалось, что сейчас на максимумах этого отката цена начала замедляться. И трейдеры будут заходить на продолжение нисходящего движения. И на этом фоне я хочу взять какое-то 2% движение вверх против большинства. И в этой сделке у меня также подходит к стоп-лоссу. Мне приятно, что начал торговать сегодня и, скорее всего, и сейчас третья сделка подряд закроется в убыток. Так что да, но ничего страшного, такое бывает. На этом буду завершать торговую сессию. Сегодня закрылись мы по убытку, но завтра, думаю, будет лучше.